Всем привет, с вами Дэн и, как видите, Буялов Дизайн. И это, наверное, особенная для Дмитрия модель, потому что 5 лет назад появился, собственно, бренд Буялов, Буялов Дизайн. Разные нейминг был за это время. И первой моделей стала модель радиорубка. И вот сейчас, как раз спустя 5 лет, Дмитрий Буялов выпустил обновление радиорубка RR01-2, вторая версия. И сразу этих версий стало очень и очень много, но об этом чуточку позже. Давайте сейчас я пленочки сниму с браслета, а потом мы с вами уже продолжим более детально знакомиться с этой моделью. Так, эта модель, конечно, несколько отличается от первой вариации, хотя если посмотреть вот просто сразу на корпус, на циферблат, то кажется, что это все та же старая добрая радиорубка. Но не совсем. Она стала несколько лучшей. Давайте разберемся, почему и в каких моментах. Итак, ну, как я сказал уже, первая версия вышла 5 лет назад. Это был первая модель от Буялова. И ссылка на мой ролик обзор радиорубки 01 в описании к этому видео я оставлю. И что было у той модели и нет у современной модели? Конечно же, если вы хорошо помните, то был такой карбоновый внешний кожух, да, внешняя часть корпуса. Теперь корпус полностью стальной. У той модели внутри был механизм Seiko NH35A, и в этой модели сразу большой шаг вперед, потому что стоит японская, тоже японская, но Miyota 8315 уже на 60 часов. Да? Ну, собственно, современная ситуация требует современных ответов, да, или как там говорят в мемасике. Вот, поэтому в этом плане большой шаг вперед в плане механизма. И полностью стальной корпус. Кому-то это понравится, кому-то нет, но, на мой взгляд, полностью стальной корпус, он, конечно же, более универсальный, и он нравится, наверное, большему количеству потенциальных покупателей. У предыдущей модели также была дата у отметки 6 часов, у новинки дата у отметки 3 часа. Есть большое количество новых цветов, есть новые циферблаты, об этом чуть-чуть тоже позже. Здесь тоже сапфировое стекло, у этого сапфира есть внутренний антиблик и есть специальное покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев. Полезная достаточно функция, хотя опять же кому как. Еще одно важное отличие, здесь уже не бутафорские, а настоящие винты, которые участвуют в скреплении безеля к корпусу. Ну и в целом, да, у нас корпус 316L. Корпус чуть тоньше стал, чем предыдущий. Не сильно, но чуточку тоньше. По диаметру у нас то же самое. Сапфир 3 мм толщиной. Браслет тоже стальной. 200 метров водозащита. Про механизм сказал. Швейцарская суперлюминова здесь стоит. Трехмерные индексы, но это в предыдущей модели также было. И несколько вариантов циферблата. Сразу, кстати говоря, хочу забежать вперед и скажу, что по поводу цены. На момент записи ролика еще не была объявлена цена. Я ее напишу в комментариях к этому видео и в описании к видео. Я думаю, что, разумеется, она будет несколько выше, чем предыдущая модель радиорубка. Ну, понятно, и 5 лет прошло, и курс другой у нас, и здесь качество выше, и механизм лучше. Ну и, кстати, уж давайте завершим тогда с характеристиками и посмотрим по размерам, потому что в этом корпусе он очень интересный. Это такая, можно сказать, перевернутая сковородка, да? Потому что в верхней части 43 получается. Если мы возьмем с самой широкой части в нижней, это уже 46 миллиметров. Мне еще там радиорубка очень понравилась как раз вот этой фишкой. И эта фишка здесь сохранилась, это важно. 14,3 по высоте, и если мы посмотрим на браслет, то, ну, либо ремешок, то 24. Достаточно стандартно, но есть нюансы. Есть нюансы по креплению ремешка, мы об этом тоже поговорим. Ну и практически 50 мм у нас от ушка до ушка. Мое запястье 18,5 и, собственно, вот такая вот посадка. Как и в прошлый раз, она весьма и весьма удобна, несмотря на большой корпус, на большую заводную головку, потому что
задняя крышка, ну и даже тут, наверное, трудно говорить, что это задняя крышка. В общем, задняя часть корпуса, она плоская, поэтому на запястье, на плоском, особенно как у меня, сидит все просто прекрасно. Да, это, безусловно, часы не под свитерок, да, что называется, и, наверное, не под пиджачок с узкими рукавами, под что-то спортивное, под что-то такое больше в casual, и эти часы сядут прекрасно. Ну и, как я вам сказал, много вариаций, поэтому покажу некоторые из этих вариаций, которые доступны. Итак, как видите, у нас самое главное отличие появилось то, что есть два вида циферблата. Ну, один циферблат, который был еще на, если так можно сказать, на предшественнике, это как раз рифленый циферблат, как я вам показывал на модели с браслетом. Рифленый циферблат с градиентом. Как видите, градиент на модели вот такой серебристо-серый, он по краям серый, в центральной части практически белый. И если мы посмотрим на модель с зеленым циферблатом, здесь градиент даже чуточку меньше выражен. Ну, практически только чуть-чуть затемнение идет по краю, где уже минутная разметка. И это все градиент такой сделан, и рифленый циферблат сделан в стиле звукопоглощающих панелей на носах атомных подводных лодок. И как видите, у меня здесь есть еще одна версия. Она уже другая. Такой версии раньше не было. Она появилась вот как раз в этой новой версии часов. И секторная покраска. Как видите, есть у нас 4 такие сектора. И они обозначают временные зоны радиомолчания. Промежутки времени, когда все судовые радисты переключаются на прием и слушают эфир на предмет возможных сигналов СОС. Вот такая интересная разметка. Здесь она прекрасно сочетается еще и с оранжевым ремнем. Ну и в целом сильно меняется на самом деле восприятие циферблата. Ну вот посмотрите, да. И в том и другом случае циферблат серебристый, но, что называется, какая большая разница. Еще, кстати говоря, серьезная разница идет по логотипу, потому что 3D логотип на версии, вот, которая у меня слева, эта версия, ее так можно назвать, рифленая, да, и с радиомолчанием версия, она идет уже с печатным логотипом. Также различие в том, что здесь 4 метки прямоугольные, накладные, и остальные часовые метки уже идут в виде такой маленького круга, маленькой точки. Ну и в целом циферблат, как мы уже разобрались, печатный, и также имеется дополнительная шкала 24. Поэтому здесь, знаете, вот как-то мне больше, наверное, какой-то вот Восток напоминает, может быть, что-то вот из Востока по циферблату. А это как вот оригинальная часть. Конечно, это выглядит более дорогой, потому что здесь больше полированных поверхностей, здесь более насыщенный циферблат. И опять же вот такая, ну, можно сказать, может, вафельная разметка, если хотите, она чуть больше наполняет цифр. С другой стороны, здесь циферблат проще. Если мы говорим про дайверские часы, возможно, он чуточку больше с точки зрения дайвинга подходит. Хотя, ну, понятное дело, дайвинг и обычные механические часы – это немножко уже понятия весьма и весьма размытые, поскольку мало кто дайвит именно вот с механикой или с кварцем, или с любыми современными часами. Но стилистику никто не отменял. Поэтому напишите в комментариях, какая вариация вам нравится больше. Я, честно говоря, когда только открыл коробки с этими часами, сразу мне бросилось в глаза и заинтересовала вот эта новинка. Но потом я стал сравнивать, присматриваться, и, может быть, все-таки я больше такой классик в этом плане. Старая версия, если так можно сказать, старая, она все равно чуточку поменялась, потому что новые часы в любом случае, она мне, может быть, нравится больше, может быть, она в каком-то плане чуть более гармоничная. При этом осталось, конечно же, фирменное для этой модели крепление ремня на винтах. Кого-то оно бесит, кого-то оно вдохновляет. Лично мне оно нравится. Почему? Потому что с обычным креплением ремешка, ну, практически все часы на рынке, особенно в доступном сегменте.
Тогда как здесь мы получаем что-то действительно необычное, что-то дизайнерское. Да и в целом вся эта модель, она именно вот максимально дизайнерская. И это здорово. Среди часов, которые друг на друга похожи, иногда даже очень-очень сильно, вот вы никогда радиорубку с другими часами не спутаете. И это, на мой взгляд, главное преимущество этой модели. Может оно вам не понравиться, это другое дело. Но то, что эти часы не похожи на других, и они уникальные, и у них уникальные есть фишки, это, по-моему, здорово. И именно это я жду у микробрендов, коим является и бренд от Дмитрия Буялова. Поэтому то, что крепление осталось, это прям супер. Но, что важно, есть большое количество разных вариаций. Во-первых, черный резиновый ремешок. Во-вторых, можно выбрать цветной силиконовый. И они сильно весьма различаются. Вот силиконовый ремешок, он мягкий такой, тягучий, тянущийся, очень удобный на запястье. Если мы говорим про резиновый, то он намного плотнее. Как они будут в носке, какой из них лучше, какой дольше сохраняется, я вам сказать не могу. Лично я всегда предпочитаю силиконовые ремни, которые вот очень такие мягкие. Они летом, ну летом мы обычно и носим такие ремешки, или когда в бассейне, в море, они, на мой взгляд, весьма и весьма удобные. Но в целом черный резиновый ремешок тоже достаточно неплохой. Может быть, он более износостойкий, но я здесь не уверен, потому что не тестировал конкретно эти ремешки. Дальше, как вы уже поняли, есть и вариация для такого более классического подхода. Это когда у нас имеется браслет. Браслет с специальным таким креплением, да, специальное переходное первое звено ставится, и у нас получается уже браслет. Ну и уже такие более классические, более универсальные часы. Я вам как раз их показывал на своем запястье. И также можно выбрать эти же часы на кожаном ремне. Опять же, вот это вот проставочное первое звено стоит и к нему крепится. То есть сторонние ремешки можно будет взять, но вы понимаете, это нужно заказывать у мастера. При этом у Буялова, по крайней мере на данный момент, достаточно неплохой выбор. Можно взять разного, я думаю, на первые годы уж точно хватит. Что касается, как смотрится на ремне. Понятно, что вот эта дополнительная проставка, она чуточку увеличивает корпус, поэтому он немножечко длиннее получается, да, и на запястье все равно сидит удобно, но если запястье меньше моего, мне кажется, будет уже, что называется, когда корпус часов шире, чем рука. Поэтому, конечно, базовая версия на ремешочке, на силиконовом или на резиновом, она делает часы меньше. И оно выпячивает как раз вот эту фишку с нестандартным креплением ремня. Поэтому при прочих равных я для себя выделяю, наверное, в базе лучше всего взять, ну, браслет, понятное дело, браслет отдельно докупать всегда дороже. Берем браслет и берем к нему какой-нибудь силикон, либо резину. Мое мнение такое. Что касается ремня, мне кажется, дайверские часы и ремень, ну, немножко такая несочетаемая конструкция. И, ну, тем более здесь явно выражены дайверские часы, а ремешок, он больше как-то подпилотский. Поэтому, мне кажется, для меня, например, лично не самый лучший выбор. Как для вас, не знаю, опять же, напишите в комментах. Задняя крышка. Задняя крышка, опять же, здесь грибной винт. То же самое, что и было у нас на оригинальной модели. Ну и в целом, если мы говорим про форму корпуса, то она, конечно же, в стилистике таких судовых часов, рант, да, 6 винтов, уже как иллюминатор какой-то получается. Грибной винт, здесь все именно морское. Ну и если уж говорим про то, что много пересекается с подводной лодкой, то тогда эти часы вдохновлялись именно подводной лодкой и часами на подводных лодках. Почему бы, собственно, и нет. И мне кажется, здорово. Модель вновь стала, знаете, чуточку лучше, чуточку, может быть, разнообразнее и чуть больше вариантов по ремешкам. Это вот именно то, о чем я говорил, если я правильно помню, 5 лет назад, когда хотелось вот что-то по развитию этой модели. Если вы вообще противник вот таких необычных креплений, необычных корпусов, ну, собственно, здесь, ребята, проходим мимо, смотрим что-нибудь там, например, от Буялова или от других брендов и не жалуемся. С сапфирчиками. Ну, это я так, не то чтобы я не доверял Дмитрию Буялову, но, как говорится, если есть возможность проверить, почему бы и не проверить. А не посмотреть ли нам на циферблат? Да, красивый цифер. Особенно в версии, где много всего полированного, много всего зеркального.
как вы говорите, выглядит дорого-богато. Кстати, корпус практически весь сатинированный, за исключением маленькой вот этой полосочки у ранта, у нижней части. Но это и здорово, потому что хорошо сочетается с логикой данной модели. О чем еще хотел поговорить? Конечно же, по браслету. Браслет здесь достаточно мускулинный, но при этом он, знаете, не оверсайз в том плане, что он не слишком широкий. И это хорошо с точки зрения веса, потому что корпус сам по себе достаточно тяжелый, и еще бы огромный браслет здесь добавил излишней какой-то тяги на ваши запястья. Интересные звенья по браслету, такие необычные, похожие, может быть, как-то на гусеницы танка, что ли, не знаю, вот мне это в голову пришло. Застежка, которую мы видели и у многих других брендов, стандартная, но очень даже практичная и классная. Здесь есть специальная кнопочка, которая отвечает за возможность поднастройки практически на 1,5 сантиметра. Можно летом, это прям то, что нужно. Это здорово. Мне нравится застежка, и хорошо, что у Буялова именно такая вариация. Если мы с вами говорим про вес, то на полном браслете часы весят 221 грамм примерно. Да? Но вот те, кто не любит тяжелые часы, они сразу же будут жаловаться. Ну и давайте посмотрим на резине. На резине часы весят уже 134 грамм, так что здесь, я думаю, вы потянете, не надорветесь. И по поводу браслета, давайте посмотрим сразу, какой запас у браслета вот от моего запястья. 18,5, здесь 4 сантиметра точно есть, плюс еще можно увеличить на 1,5. В общем, на любую, даже самую большую лапу точно они налезут, если так можно выразиться. Ну что же, пришло время подводить итоги. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, переиздание модели Радио Рыбка RR01 удалась. Модель стала чуточку более такой допиленной, улучшенной во многих областях. В первую очередь, конечно же, винты не бутафорские, это плюс. Полностью стальной корпус. Скорее для меня тоже плюс. Вариации по ремешкам это опять же плюс. Механизм стал лучше, 60 часов запас хода, это, конечно, шикарно. Есть еще новая вариация по циферблату. Не всем, может быть, зайдет, а может быть, она, наоборот, станет той вариацией, за которой будут гоняться. Пока сказать, конечно, сложно. Из минусов понятно, что корпус точно не для всех, но, наверное, я бы даже сказал, для меня это плюс. Я знаю, что для многих зрителей это скорее минус, вот, но для меня именно это плюс. Может быть, не самый лучший здесь кожаный ремешок, вот мне что-то он не очень зашел и он не очень сочетается, но опять же для тех, кто именно любит кожаные ремешки, наверное, это будет полезно. Поэтому вот такие вот итоги по модели. Давайте смотреть, что будет развиваться. Я знаю, что еще одна новиночка от Дмитрия Буялова скоро будет. Интересная. Надеюсь, вам также оперативно показать. А на этом у меня все. С вами был Дэн. Всем пока. Увидимся.